Ну все, ребята, можете расходиться. Мы дождались глобального обновления, теперь интересного контента в игре не будет вплоть до конца месяца. Так сказать, пора возвращаться к старым скучным оперативным обновлениям, и сегодняшнее как раз таки таким и можно назвать. Как бы то ни было, давайте обсудим возвращение ЭТО в игру, обсудим также обновление круга почета и прочий контент, который появился и еще успеет появиться в ближайшие дни в eFootball. Апрельское глобальное обновление уже здесь, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. По сути, из всего интересного, что успело произойти сегодня, это обновление круга почета. Вот то немного, на что действительно было интересно посмотреть и что мы ждали в некоторой степени. Тогда как весь остальной контент, особо не привлекает, и его не сказать, что прям много. Но давайте обо всем по порядку. В игре появился очередной эпический пак и снова с игроками партнерской Барселоны. Тогда как про партнерский Арсенал, судя по всему, на фоне того же самого Харамбола, решили не вспоминать. В eFootball возвращается ЭТО в качестве нападающего Барселоны. К сожалению, ему не оставили навыки, которые были у предыдущей интеровской карточки, где были скоординированные удары и взрывное ускорение. Самое то для модельки ЭТО, как мне кажется. Тогда как в новой версии ему оставили скоординированные удары, но вместо взрывного ускорения дали выстрел низом. При нынешнем геймплее, когда дальние удары залетают на ура, это еще может иметь хоть какой-то импакт. Но если у игрока и без того хорошая сила удара, которая находится в бирюзовой зоне, как будто бы этот навык не особо-то и нужен, тогда как взрывное ускорение придавало бы еще больше импульс для шикарной модельки Самуэля Этоо. Команда недели, к сожалению, ничего не меняется, все те же самые рейтинги, все те же самые невысокие рейтинги и цифры, поэтому много про нее мы также говорить не будем. Но в то же время в этой подборке нашлась пара-тройка кандидатов, которые в теории могли бы нас с вами заинтересовать. Например, вернувшийся после командировки в Саудовской Аравии Нголо Канте, который временно осел в Фенербахче. Если у вас нет его шоутаймовской карточки, которую раздавали за круг почета в предыдущей, по-моему, части, то, в принципе, это неплохая возможность им обзавестись. Моделька, конечно, не такая уж и высокая для опорки, но в качестве ЦПЗ, учитывая его стиль, почему бы и нет. Пасы имеются, оборонительные цифры тоже достаточно добротные. Также это Мейсон Гринвуд, который может играть обеими ногами и у которого, неплохой разброс цифр. Стиль, которым его наградили для ПЗ, конечно, посредственный, но в то же время он позволяет заигрывать Гринвуда и как атакующего полузащитника, и как оттянутого форварда, а вот касаемо флангового нападающего не помню, работает ли он на фланге. Ну и Марк Гехи выглядит тоже интересно, правда не самый высокий центрбэк, но цифрами в рамках этой команды недели его особо не обидели, так еще и буст ему добавили. Если за последнюю неделю вы готовы были потратить несколько часов своей жизни на прохождение ивента по мастер-лиге, то сегодня вы, возможно, могли забрать эпическую карточку Кастола, только если не пропускали ни один из дней, потому что если бы пропустили день, гарантированно выпали бы из этого рейтинга. Во всяком случае, я его забрал, поэтому в ближайшее время постараюсь наиграть, и на втором канале Unrealistic PES постараюсь выкатить на него обзор, как и всегда субъективный. Ну и самое главное, как по мне, это обновление круга почета, то, по сути, ради чего мы и ждали сегодняшнее оперативное обновление. Как и заявлялось ранее, они полностью его обнулили, мы, по сути, начинаем с самого начала. И стоит отметить, что в комментариях под роликом, где я анонсировал подобное развитие событий, меня пытались поправить, сказав, что
что круг почета разработчики неоднократно обновляли. И с этим не поспоришь, круг почета действительно обновляли, но не по ходу сезона, как это произошло в данном случае. Обычно круг почета вот в подобном виде претерпевал изменения из одной части в другую, тогда как вот во время определенной части он особо не менялся, а только дополнялся. Тут же мы получили полное обновление игроков. Вместо Азара за прохождение первого круга мы получаем Андрея Шевченко времен выступления за Челси, тогда как в отдельном паке за прохождение ежедневных пенальти мы получаем сплошь игроков национальных сборных. Не намек ли это на предстоящие кампании в честь Мундиаля? Во всяком случае, 2 шоутаймовские карточки и 3 хайлайта, и опять же все за сборную. Один из хайлайтовских игроков — это Луис Диас, левый нападающий, продуктивный вингер. Все то время, что он играл в Ливерпуле и появлялся в командах недели, мне, откровенно говоря, его моделька не зашла. Хотя Konami, в принципе, достаточно хорошо к нему относится и зачастую рисовали ему добротные, высокие цифры. Но по модельке он мне, если честно, не зашел. Тогда как здесь, при полной прокачке, у него должно быть где-то 103 пункта рейтинга, и навык, которым его наградили, взрывное ускорение. Как мне кажется, крайне топовый навык именно для флангового нападающего. И второй шоутаймовский вариант, как мне кажется, уже куда более интересный, учитывая, что защитников мы редко наблюдаем в подобных раздачах, это Мунуэль Аканджи, разрушитель с воздушным фортом. Аканджи не самый высокий центрбэк, но в принципе рост у него приемлемый. Если же вы играете на мобильных устройствах и проставили специфичные регионы, то у вас наверняка присутствует такая функция, как эпический пак за просмотр рекламы. И как раз таки этот пак спустя год обновили. Туда добавили новых игроков. А именно Бойна Каркича, Энди Коула и Ивана Кордубу. Вот третий как раз таки самый интересный в этом паке, потому что про него вспомнили спустя там где-то 2-3 года с момента его последнего появления. То есть Кордоба последний раз появлялся в eFootball где-то во времена 24-й части в одном из донатных паков. И вот теперь он доступен для игроков мобильной версии в паке за просмотр рекламы. Ну и паки на понедельник. Во-первых, нас ожидает селекция Монако. Казалось бы, собраны все такие видные игроки: Закария, Минамина, Фати. Кстати, Фати получил позицию атакующего полузащитника, Балагун, даже Поль Погба. Но, как и всегда, про Саню Головина Konami почему-то решили забыть. Интересно, почему? Ну и помимо селекции нас ожидает не эпический, а шоутаймовский пак. Судя по всему, Konami запланировали эти наборы аккурат к проходу Барселоны в полуфинале Лиги Чемпионов, но что-то пошло не так. Но как бы то ни было, сегодня эпический барселоновский пак, а в понедельник шоутаймовский. И тройка в нем будет следующая: Жюль Кунде, обороняющийся защитник, Рональд Араухо, разрушитель, и Бальде в качестве атакующего защитника.